Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня на коррекции у меня работа моей ученицы. Относилась она идеально. Один большой палец клиентка сломала и отковыряла сама. И сегодня мы будем делать сложную коррекцию. На самом деле простых коррекций не бывает априори. Вообще в природе не существует никогда простой коррекции. Все коррекции сложные, потому что нужно исправлять те или иные ошибки ногтей. В данном случае сегодня мы будем менять форму с квадрата на миндалик и поднимать вниз растущие ногти. Итак, подготавливаем наши ноготки. Нам необходимо снять основную массу материала в стрессе и при этом совершенно не трогать материал на кончике. Как я говорила, ногти у нас очень сильно вниз растущие. Нам и без того на кончик нужно выложить очень много материала для того, чтобы его поднять. Поэтому, если мы сейчас спилим старый материал с кончика, мы будем делать тройную работу. Мало того, что нам нужно его спилить, так нам потом нужно будет еще гору материала туда выложить. Поэтому снимаем материал с апекса, взрыхляем натуральный ноготочек, отодвигаем кутикулу, наносим праймер, базовый гель. Все как обычно. Все эти шаги нам необходимы для того, чтобы дальнейший материал у нас держался. Итак, отодвигаем мы кутикулу для чего? Для того, чтобы хорошенечко вычистить птериги, потому что птериги у нас это клетки кожи. С кожей материал у нас не сцепляется. И поэтому, если у вас где-то останутся клетки птеригия, вы на него положите материал, у вас в этом месте сразу же пойдут отслойки. Если не во время коррекции, то буквально на второй день. Отсюда делаем вывод. Для того, чтобы у вас не было отслоек со стороны кутикулы, очень хорошо и внимательно вычищайте птериги. Но здесь следите за тем, как работает ваша фреза, потому что если вы будете переусердствовать, вы пропилите ноготок. А вообще слушайте от меня большую-большую подсказку. Птеригий у нас летит из-под фрезы крупными хлопьями, а ноготь пилится мелкой пылью. Вот как только у вас перестали лететь хлопья и полетела пыль, значит вы пилите уже не птеригий, а ногтевую пластинку. Поэтому сразу же закругляйтесь и прекращайте эти действия. Итак, мы взрыхлили ноготочек пилочкой, а теперь наносим праймер. Праймер у нас обезвоживает ногтевую пластину, то есть обезжиривает ее, и нам не нужно наносить никакие слои обезжиривателя. И в то же время он доразрыхляет нам ноготочек, то есть он травмирует верхние несколько слоев ногтя для того, чтобы материал еще лучше с ним сцепился. Да-да, именно травмирует. В любом случае, под любой искусственный материал ногти нам приходится травмировать для того, чтобы создать адгезивный слой между материалом и натуральным ноготочком. Но травмировать можно его, конечно же, разными способами. Можно пропилить до дыр, а можно взрыхлить несколько верхних слоев чешуек и оставить полностью остальной ноготочек нетронутый. А слой базового геля именно втирающими движениями нам нужен для того, чтобы в эти взрыхленные чешуйки вбить следующий материал. А теперь все очень просто. Мы будем делать новые ноготочки. Будем делать моделирование при помощи акрилатика, поскольку мы помним, что нам необходимо очень сильно поднять клюнувший ноготочек. Для комфортной работы с этим материалом нам необходима кисточка, обезжириватель и обязательно салфеточка, потому что ни в коем случае с кисточки обезжириватель не может капать. Кисточка должна быть еле-еле влажная, чтобы не прилипать к материалу, но при этом на материале обезжириватель оставаться не имеет права, иначе у вас будут отслойки.
Что есть, мы обмакнули кисточку в обезжириватель. У меня в качестве обезжиривателя выступает альфа-септин, он же дезинфектор, то есть он убивает какие-то бактерии, которые, если вдруг могли где-то там попасть, но это не важно. В данном случае нас больше интересуют его именно вот эти вот способности снимать липкий слой и не прилеплять к себе материал. Итак, альфа-септин, макнули кисточку в альфа-септин, вытерли ее о салфеточку и потом начинаем моделировать ноготочек. По поводу акрилатика, это новый продукт в нашем магазине, он прошел все мыслимые и немыслимые тесты, я им работаю уже на протяжении 4 месяцев и показал он себя замечательно. Вот этот нежно-розовый оттенок безумно понравился клиентам, тем более сейчас такие цвета в тренде. После того, как мы хорошенечко просушили материал, при этом вот в такую всю высоту готового ноготочка он просыхает буквально за минутку. Итак, после того, как мы все хорошенечко просушили, опиливаем нашу форму ногтей. Опил идет, как всегда, по стандартной схеме. Начинаем с боковых сторон, заужаем ноготочек так, чтобы мы видели готовую форму. И потом весь материал скругляем в арочку, так, чтобы у нас не висело нигде никаких ушек на боках. Ну и как я говорила, мы очень сильно поднимали кончики, поэтому у нас очень много материала лишнего во внутренней арке. Именно за счет этого материала мы выпиливаем новую красивую арочку своим ногтям и выпиливаем полностью натуральный ноготь. Он нам совершенно не нужен. Натуральный ноготь у нас не отвечает за носибельность, он нам совершенно не нужен для того, чтобы носились наши ноготочки, он наоборот будет портить нам всю картину. Во-первых, некрасиво будет желтеть изнутри, потому что он впитывает в себя всякие разные загрязнения, становится грязным и начинает отличаться по цвету от материала. А во-вторых, очень велика вероятность того, что ноготь начнет снизу от материала отслаиваться. Это происходит из-за того, что натуральная ногтевая пластина, когда впитывает в себя влагу, имеет тенденцию расширяться. И, соответственно, когда высыхает, сужаться, то есть идет у нас лифтинг натурального ногтя. Именно из-за этого лифтинга он начинает отрываться от материала, потому что материал воду в себя не впитывает. И есть целый ряд клиентов, у которых ногти впитывают, расширяются и сужаются очень сильно. То есть вот этот коэффициент болтания очень сильный, и они начинают отходить со стороны свободного края. И потом у нас отваливаются ногти полностью, либо получаются сколы. Так вот, если у ваших клиенток сколы на торцах, возьмите и уберите натуральный ноготь вообще полностью. Это будет панацея. После того, как мы сделали коррекцию, каждый из вас делает маникюр как умеет. Я же маникюр делать не умею, из названия волшебников данной отрасли вообще не претендую. Я подготавливаю ногти сразу же к будущему дизайну. Для этих целей мне необходимо перекрыть их финишным покрытием. Ну а что же здесь будет за дизайн, что мы сюда придумали, вы, конечно же, узнаете от меня завтра. Поэтому не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!